Печь или камин в доме – это огонек, это всегда создает такой невероятный уют. И очень одна важная вещь – можно на несколько месяцев дачную жизнь продлить. Владислав, а что касается выбора самого, действительно, печь поставить или камин? Ну, зависит от того, для чего мы все это подразумеваем. Если камин, то камин у нас, как правило, носит больше декоративную функцию, да. Печь, она уже больше для отопления. Есть, конечно, комбинированные варианты печь-камины. Они, с одной стороны, и красивы, с другой стороны, позволяют отапливать помещение. Но у них все равно, в зависимости от их размера, размер отапливаемого помещения может быть разным. Что касается камина, остановимся, потому что многим это некая розовая мечта, да, камин, действительно, это очень уютно. Как он будет отапливать? Какова эффективность отопить помещение камином? Но вообще есть два вида каминов. Камины открытого типа и камин с чугунной топкой. Это со стеклянной топкой. Камин с чугунной топкой, он отапливает помещение лучше, потому что чугун напитывает в себя тепло, аккумулирует и потом способствует отдаче в помещение. Обычный камин позволяет протапливать в любом случае помещение, но он более дорогой и более пожароопасный. Вот это очень важная вещь насчет пожароопасности, учитывая нашу ситуацию. Ну, я предлагаю посмотреть некоторые варианты и их обсудить. Заодно, может быть, дадим какие-то рекомендации по поводу выбора каминов либо печей. Вот это похоже на русскую печь. Да, это вариант русской печи. В плане отопления самый идеальный вариант. Да? Из минусов довольно-таки тяжелая конструкция и очень трудоемкая в производстве. А можно ли самому по схеме попробовать сложить такую печь? Или это все-таки нужен специалист? В данном случае лучше обратиться к специалисту, потому что колодезная кладка очень тяжелая, и там очень много моментов, где можно ошибиться, и в итоге все пойдет на смарку. Очень сложный, проще говоря, очень сложный дымоход, и поэтому здесь нужен мастер. Ну и еще один вариант. Ну, вот, наверное, то, о чем вы говорили, это камин закрытого типа. Нет, это так называемая печь-камин. Камин закрытого типа увидим позже. Здесь две функции. С одной стороны, это эстетическая составляющая, красиво наблюдаем огонь. С другой стороны, позволяет отапливать пространство. И плюс такие печи-камины часто снабжены еще отделами для приготовления пищи. Хочется назвать ее буржуйкой, но не хочется обидеть. Вот на таких печах можно даже и еду готовить. Да, конечно. Что касается безопасности, слишком какая-то большая дверь, и всегда есть риск, что огонь как-то вырвется наружу, угольки и все такое. Такая вероятность есть в основном в каминах открытого типа. Здесь герметичное стеклянное окошечко, которое не позволяет огню пробиваться наружу, то есть никакие искры нам уже не страшны. Единственный момент, только через какое-то время это стеклянное окошечко надо чистить. Понятно. Потому что оно ну и стекло не лопнет. Там такое стекло, что... Специально. Ну, вот это камин. Да, это уже камин как раз-таки открытого типа, который менее безопасный, но более исторически, более распространен. Ну, назовем его классический по виду, классический вариант. Абсолютно классический вариант. Сложить такой камин можно самостоятельно, имея специальные чертежи и опыт. Но если нет опыта, лучше довериться специалистам. Но это так заманчиво самому решиться и выложить, и потом сказать, я сделал камин. Это ого-го. У камина, в отличие от русской печи, труба предполагается прямая абсолютно. Да, конечно. Здесь у нас уже более суровые нормы пожарной безопасности, потому что поднимается наверх горячий дым, и должны быть определенные отступы при проходе через кровлю, через перекрытие. В стандартной печке у нас дым выходит уже холодный. Ну, еще глянем пару вариантов, которые мы подготовили. Вот... А это уже так называемый закрытый камин, то есть камин с чугунной стеклянной топкой. Выглядит, как будто мы в обычный камин встроили телевизор. Безопасный вариант, на нем можно приготовить даже шашлыки. Я видел варианты, как стоит довольно-таки дешевле, чем обычные камины. Они уже сделаны, они уже готовы. Да, они уже продаются отдельная чугунная топка и отдельно к ней облицовка. То есть сборка намного упрощается. Ну, вот это, конечно, мечта, но мечта малосбыточная, но это нужно иметь помещение.
Помещение большое. Да, это как вариант Под дом. красивого декоративного камина. В плане отопления, конечно, он тепло дает, но довольно-таки минимально. Пока горит. Да, пока горит. Пока горит, но это больше похоже на некий костер посреди комнаты. Это, конечно, красиво. Да, это просто Для эстетика. этого необходимо помещение большое. Это телевизор. Да, это действительно это простой телевизор. Здесь сейчас очень распространены такие так называемые электрические камины. Вот, например, простой пример электрического камина. Для него не нужно дымохода, он также дает тепло, потому что в нем присутствуют тены, и за счет конвекции воздуха проходит тепло в дом. А изображение, вот, пожалуйста. Да, изображение можно сделать любым. Не хватает еще запаха дыма, но это тоже можно все инсценировать, я думаю. Да, конечно. Но как вариант вполне годится. Причем такой вариант вполне годится и для дома. И для квартиры, в принципе. Мгм. Ну а как насчет простой такой печи деревенской? Знаете что, не русской, вот, не камина английского, а простая такая печь. Сложно ли, по-вашему, сделать? Или там тоже система дымоходов? Здесь саму печь сделать довольно-таки просто. То есть, если вы обладаете сварочным, работаете с сварочным аппаратом, вы можете самостоятельно сварить по готовым чертежам определенную печь. Здесь больше проблема с дымоходами. Дымоходы лучше доверить вывод дымохода специалистам, потому что здесь очень строгие нормы пожарной безопасности, и от любой искры и от довольно-таки близкого прохождения дымохода с деревянными конструкциями может просто случиться пожар. Владислав, большое спасибо за консультацию. Ждем еще в студии. Я напомню, что в гостях у нас был Владислав Лескин, руководитель строительной компании. Ну, еще пару слов о каминах и печах. Участок пола перед камином лучше всего изготовить из камня, специально напольной плитки, либо из металла. Расположение каминного дымохода внутри внешней стенки считается неудачным. Дело в том, что дымоход в наружной стене здания может стать причиной проблем использования камина в зимний период времени, в холодный, потому что будет не очень хорошо дым тянуть. Дымоход должен быть такой высоты, чтобы в закрытой печи или камине возникала необходимая тяга, поэтому минимальная высота дымохода не ниже 5 метров от поверхности горения. А если дымоход выше 12 метров, топливо будет гореть излишне интенсивно. Также нужно следить за дымовым каналом. Он должен располагаться ниже каналов вентиляции.